Правда ли, что когда непроходящий сухой кашель может привести к астме? И насколько правдоподобна ситуация, описанная в данной статье? Статья длинная, я ее прямо сейчас читать не буду, тут, в принципе, на сайте можете посмотреть. То есть, может ли сухой кашель привести к астме? Вот так вот вопрос сформулируем от Алии. Ну, я ознакомилась с этой статьей. Во-первых, у меня сложилось впечатление, что это не врач отвечал на вопрос вот здесь. И здесь рассматривается такая гипотетическая ситуация, возможно, какая-то конкретного какого-то ребенка, которого случилась такая неприятная жизнь. Что нужно сказать? Здесь затрагивается вопрос назального затека. Дело в том, что кашель – это симптом, который может возникать при очень большом перечне заболеваний, состояний. Банальный ринит с тем же вот назальным затеком. Что такое назальный затек? Это такое состояние, когда слизь, образующаяся, выделяемая, допустим, стекающая с аденоида или выделяющаяся из пазух носа при каком-то воспалительном процессе, бактериальном, вирусном, возможно, аллергическом, она стекает, не вытекает из носа, да, то есть мы не видим эту слизь, а она стекает по задней стенке глотки и вызывает определенные ощущения у пациента. В силу анатомофизиологических особенностей строения как раз верхних дыхательных путей у детей это особенно часто встречается, потому что как раз хочется показать на руках, то есть так сказать, поверхность, до которой доходит эта слизь и стекает, она расположена внутрь, как раз глотки, и поэтому в основном как раз все истекает туда. И эта слизь, стекая по задней стенке, доходит до определенного уровня глотки, раздражает ее и может вызывать кашель. Здесь в статье отмечается, что, так сказать, такого не будет, потому что ребенок просто будет сглатывать. Но это зависит от свойств слизи. То есть, если слизь достаточно жидкая, то есть она как вода стекает, безусловно, ребенок будет ее просто проглатывать. Если же при некоторых состояниях, и в частности, особенно когда затяжное, то есть когда не острый процесс, а уже такой затяжной ринит или синусит и так далее. Эта слизь имеет определенные свойства, она очень вязкая, тягучая, она такая, может быть, даже стекловидная, и она не просто течет достаточно быстро, когда ее можно сглотнуть, а она свисает и, раздражая заднюю стенку глотки, вызывается такой рефлекторный кашель. Но этот кашель направлен ведь на откашливание мокроты из бронхов, а в бронхах-то мокроты и нет. Соответственно, он не приводит к облегчению, он вызывает именно такой приступообразный сухой кашель, и зачастую ребенок кашляет сухо, и потом раз, и вдруг откашлял что-то, да? Очень странно, казалось бы, да, откуда взялось. Очень часто при назальном затеке бывает такая ситуация, когда ребенок, допустим, болеет, он в течение дня не так часто кашляет, потому что здесь имеет значение именно вертикальное положение, на самом деле лучше стекает и проглатывает, он разговаривает и ест, и пьет, и так далее. А он ложится спать, спит несколько часов ночью спит, допустим, и каждый день в середине ночи, чаще всего это происходит, когда он меняет положение тела, то есть перевернулся на другую сторону, эта слизь поменяла свое положение, и он начинает закашливаться. И кашель может быть до рвоты. Да? То есть, когда уже он кашляет до такой степени, уже рвотный рефлекс эта слизь вызывает, и казалось бы, что-то он даже откашлял слизь и успокоился. Вот это как раз симптомы, характерные для назального затека. Приводит ли они к астме? Ну, дело в том, что нельзя сказать, что кашель приводит к астме. То есть кашель – это симптом, который встречается как при многих других заболеваниях и при астме тоже. Но если мы говорим об обструктивном синдроме, который бывает при бронхиальной астме, здесь кашель чаще всего он не обязательно сухой, он может быть и влажным. И этот кашель, характерным признаком, на который могут обратить внимание мамы, это со свистом, с затрудненным выдохом, таким характерным свистящим дыханием. Это кашель, который возникает вне заболевания.
так сказать, безусловно, он может быть и во время заболевания, но, то есть, если мы рассматриваем именно такие характерные моменты, на которые нужно обратить внимание, то есть ребенок не болеет, но при физической нагрузке начинает кашлять, при эмоциональной нагрузке он начинает кашлять, при перемене температуры резкой, когда он заходит, допустим, выходит на улицу холодно, или наоборот заходит домой. В определенных ситуациях, когда загрязненный воздух, выхлопные газы, магазины, допустим, бытовой химии, резкие запахи, это все так называемые триггерные факторы. То есть бронхиальная астма – это хроническое заболевание и имеет определенные стадии. То есть легкое течение зачастую, очень часто бывает такое, что не всегда диагностируется вовремя. И для того, чтобы поставить этот диагноз, безусловно, нужно, чтобы какой-то период времени наблюдать за ребенком. Нужно сказать, что обструкция дыхательных путей, верхних и нижних, это также характерная особенность детей раннего возраста. И не каждая обструкция – это сразу же нужно бить тревогу о том, что все это бронхиальная астма. И здесь, в этой ситуации, тоже проводится анализ всех факторов. То есть здесь и наследственность, и имеющиеся какие-то аллергические реакции всевозможные. И если, допустим, ребенок каждый раз болеет затяжно, каждый раз он болеет с обструкцией, с обструктивным бронхитом, и мы это видим на протяжении определенного периода времени, это подтверждается еще и определенными дополнительными методами исследования, издаются определенные анализы, исследования в разных возрастах, всевозможные исследования нужно проводить, дополнительные, нужно сказать, потому что бронхиальная астма – это клинический, прежде всего, диагноз, то в определенный момент можно его поставить. По одному эпизоду настороженность, безусловно, должна возникать у родителей, у врачей, то есть такого ребенка уже берут на заметку, но диагноз, конечно, сразу не ставится.